Керем Берсин стал героем нового интервью для журнала Esquire. В откровенной беседе актер рассказал не столько о своей карьере, сколько о жизни, личных принципах и внутренней гармонии. Он поделился тем, как научился слышать себя, почему больше не готов мириться с тем, что отнимает его энергию, как относится к ожиданиям окружающих и что помогает ему сохранять душевное равновесие. Представляем интервью в формате вопрос-ответ. Журналист. Жизнь невозможно полностью контролировать, но можно выбирать, как реагировать на происходящее. Ты согласен с этим? Керем. Безусловно. Мне кажется, жизнь в огромной степени состоит из наших выборов. Более того, иногда даже отказ от выбора сам по себе становится выбором, и потом ты продолжаешь свой путь уже вместе с его последствиями. Мы не способны полностью контролировать происходящее, но благодаря собственному опыту можем хотя бы примерно понимать, куда нас приведут те или иные решения. Конечно, это постоянно меняющееся уравнение. Настроение, жизненный этап, меняющийся с возрастом взгляд на мир, человек пятилетней давности и человек сегодняшний – это уже не один и тот же человек. Поэтому со временем меняются и наши предпочтения. Но в конечном итоге именно пережитый опыт сильнее всего формирует наши решения. Журналист. От чего сегодня ты больше всего стараешься себя защищать? Керем. Моя личная жизнь для меня чрезвычайно важна. Время, которое я провожу вне работы, люди, с которыми я его разделяю, то, чем наполняю свой разум и душу, все это имеет для меня огромное значение. Именно поэтому я стараюсь ограждать себя от всего, что не приносит мне пользы, отнимает энергию или негативно влияет на мое внутреннее состояние. Есть вещи, которые раньше я мог терпеть гораздо легче, а сегодня уже не готов с ними мириться. Наверное, с годами человек все лучше понимает, что действительно имеет ценность. Если говорить совсем коротко, я уже слишком взрослый для всей этой ерунды. Журналист. Сегодня мы постоянно сталкиваемся с огромным потоком информации. Как тебе удается сохранять внутреннее равновесие? Керем. Честно говоря, сейчас это стало очень сложно. Мы вроде бы живем в информационную эпоху и можем получить доступ практически к любым сведениям, но насколько надежны их источники – уже большой вопрос. Искусственный интеллект, социальные сети, мировые СМИ, информация от окружающих. Со всех сторон на нас непрерывным потоком обрушивается огромное количество самых разных данных. Поэтому очень важно исследовать информацию. Прежде чем что-то защищать или заявлять «это правда», «это неправда», «я точно знаю», необходимо разобраться в вопросе и посмотреть на него со всех сторон. К сожалению, люди стали слишком ленивы именно в том, что касается изучения информации. Если появляется новость, которая меня действительно интересует, то прежде чем обсуждать ее, я должен быть уверен в том, о чем говорю. А чтобы быть уверенным, я рассматриваю тему буквально со всех сторон, через все возможные окна и двери. Не только с той позиции, которую мне приятно слышать или которую мне хотелось бы защищать, а со всех возможных точек зрения, чтобы сформировать собственное мнение. Что касается комментариев, социальных сетей и чужих ожиданий, то здесь, как мне кажется, мне удалось найти хороший баланс. Наша жизнь не должна сводиться только к этим площадкам. Да, они существуют, но контроль всегда остается за тобой. Смотреть или не смотреть решаешь ты. Ответить на негативный комментарий с юмором и позитивом тоже твой выбор. Есть одна мысль, которая, наверное, всегда помогает мне сохранять спокойствие. Мир невероятно огромен, и чтобы наслаждаться им, мне не так уж много нужно. Современная система устроена так, что постоянно заставляет человека чувствовать себя бессильным, слабым и недостаточно хорошим. Но я убежден, что человек, по крайней мере лично я, вовсе не такой. В последнее время я все чаще придерживаюсь одной очень простой философии в отношениях с людьми. Когда-то Киану Ривз прекрасно выразил эту мысль. Я нахожусь на таком этапе жизни, когда больше не вступаю в споры. Даже если ты скажешь, что 1 + 1 = 5, я отвечу: ты прав. Наслаждайся жизнью. Журналист. Как найти баланс между чужими ожиданиями и собственным внутренним голосом? Керем. Для меня все начинается с того, насколько человек находится в гармонии с самим собой и насколько часто дает себе возможность прислушиваться к себе. Чем больше ты это делаешь, тем отчетливее становится твой внутренний голос, и тем яснее ты понимаешь, совпадает ли ожидание окружающих с тем, чего действительно хочешь ты сам.
Но чем сильнее ты отдаляешься от себя, тем сильнее появляется ощущение потерянности. Ожидания окружающих далеко не всегда соответствуют тому, что действительно принесет тебе счастье. Поэтому очень важно слышать свой внутренний голос и доверять ему. В конечном итоге главное это понять, чего хочешь именно ты. В актерской профессии все немного иначе. Мы занимаемся коллективным творчеством. В кино, сериалах или театре на твою игру влияет все. Режиссерское видение, взгляд продюсера, работа монтажера и даже игра партнера по сцене. Иногда выбранные нами роли и проекты оправдывают ожидания публики, иногда нет. Но порой именно то, чего никто не ожидал, оказывается самым интересным. Конечно, бывает и так, что эксперимент вообще не находит отклика. На мой взгляд, если постоянно пытаться лишь оправдать ожидания и оставаться в рамках одного и того же образа, то творчество постепенно превращается скорее в коммерцию. И в этом нет ничего плохого. Но настоящее искусство, как мне кажется, требует готовности идти на риск. Иногда риск оправдывается, иногда нет. Но не попробовать для меня гораздо большая потеря. Журналист. Человек действительно становится сильнее или просто учится разумнее расходовать свою энергию? Керем. Кто-то приходит к этому раньше, кто-то значительно позже. Наверное, многое зависит и от характера, и от жизненного опыта. Поэтому сложно однозначно назвать это обретением силы или умением не тратить энергию впустую. Это очень субъективное понятие. Для кого-то подобное поведение вообще может показаться проявлением слабости. Если говорить лично обо мне, то сегодня я уже не испытываю прежней потребности объяснять абсолютно все. Я иду своей дорогой и стараюсь строить ее так, как считаю правильным. Если кто-то хочет идти рядом со мной, замечательно. Если нет, тоже ничего страшного, потому что я все равно продолжу свой путь. Журналист. Как ты научился защищать себя и говорить «нет», когда это необходимо? Керем. Еще в университете преподаватели часто повторяли нам, что иногда ответ «нет» гораздо важнее, чем ответ «да». По-настоящему понимаешь это только с опытом. Если ты соглашаешься на то, что внутренне тебе не подходит или принятое решение продолжает постоянно тревожить тебя, то чаще всего настоящий ответ уже давно был «нет». Поэтому так важно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Когда мне предстоит принять серьезное решение, я долго размышляю и веду внутренний диалог с самим собой. Если на самые сложные вопросы, которые я себе задаю, я не могу дать честные и убедительные ответы, значит для меня решение уже очевидно. Еще я всегда задаю себе вопрос о будущем сожалении, о каком выборе я скорее всего пожалею сильнее. А когда решение уже принято, я считаю правильным принять любой его результат со словами «значит так было лучше» и продолжать жить дальше. Журналист. Какие привычки или ежедневные ритуалы помогают тебе сохранить внутренний покой? Керем. Я убежден, что если человек внутренне здоров и находится в гармонии с собой, это неизбежно отражается и на его внешности. Но наоборот, на мой взгляд, это работает далеко не всегда. Я бы даже не называл это ритуалами. Скорее, это мой образ жизни и мои ежедневные привычки. Они складываются из множества небольших действий. Почти каждый день я пишу в своем дневнике, молюсь, регулярно занимаюсь спортом. Все, кто меня знает, прекрасно понимают, спорт для меня – это настоящая психологическая терапия. Без него я действительно становлюсь менее счастливым человеком. Я стараюсь уделять медитации минимум полчаса, а если есть возможность, целый час. Перед тренировками вместе со своим тренером и очень близким другом мы выполняем дыхательные практики. Кроме того, я люблю готовить для себя. Все это помогает поддерживать мое внутреннее равновесие. Со стороны эти привычки могут казаться очень простыми, но, как мне кажется, главное делать их постоянно и превратить в естественную часть своей жизни. Журналист. Если сегодня оглянуться назад, чему ты научился больше? Быть добрее к самому себе или защищать себя? Керем. Наверное, я научился быть добрее к себе. Когда это становится частью твоей природы, ты постепенно начинаешь понимать, почему и каким образом действительно стоит себя защищать. Но если постоянно думать только о защите, это может превратиться в замкнутый круг, такой, который уже не позволяет тебе развиваться. Конечно, многое зависит от того, от чего именно ты себя защищаешь.
Но лично для меня очень важно иногда выходить за пределы собственных привычных рамок. В конце концов, мы живем не просто для того, чтобы существовать, а для того, чтобы действительно жить. Новый опыт способен открыть тебе совершенно неожиданные стороны личности. Если же постоянно говорить «я этого не делаю, потому что защищаю себя», можно так никогда и не узнать самого себя. Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.